Совета директоров, и в контексте завершающих нескольких дней работы КОП-26 о горнодобывающей и металлургической индустрии, про работу Совета директоров в контексте климатической повестки. И, конечно же, темой последних всех разговоров прошедших 2 недель является КОП-26, проходящий сейчас в Глазго. И я очень рада видеть здесь знакомые лица и коллег, друзей, с которыми мы были на нескольких панелях в Глазго, с которыми удалось пообщаться, и которые до сих пор находятся там, и я надеюсь поделиться с нами сегодня полезными инсайтами. Прежде чем мы начнем, я, конечно же, как обычно, посвящу несколько минут организационным моментам, представлю наших спикеров и напомню вам, что все наши сессии записываются, включая сегодняшнюю. После можно будет на нашем сайте ознакомиться с этой записью и с теми материалами, которые спикеры по желанию нам предоставят. И, конечно же, задать вопросы как в чате в течение нашей сессии, так и после, если они у вас будут. Последние несколько дней, последние даже несколько недель, конечно, были наполнены теми посланиями, которые мы получали из Глазго. Мы все с интересом наблюдаем за всем тем, что там происходит, но, к сожалению, пока не можем вам сообщить о том, какие же все-таки договоренности были достигнуты. Получено очень много информации, инсайтов от разных компаний, были интересные дискуссии. Сегодня мы об этом будем много говорить. И, конечно, с нетерпением ждем окончания саммита и тех результатов, которые, собственно, будут достигнуты для того, чтобы понимать, как же мы будем жить дальше, к чему мы будем стремиться и какие все-таки взяли на себя государства commitment, обязательства, каким конкретным целям мы будем стремиться. Как всегда, мы хотим переходить от теоретической дискуссии к практической, и те послания, которые мы получим в ближайшие несколько дней, безусловно, будут определять этот практический путь. Я хочу поприветствовать наших спикеров, представить вам их. Сегодня с нами Рахиташ Даван, генеральный директор ICMM. Я буду задавать разные вопросы Рахиташу и надеюсь, что у нас получится очень интересная дискуссия. С нами сегодня Филипп Дейр, независимый директор, председатель комитета по охране здоровья, безопасности труда и охране окружающей среды, член комитета по кадрам и вознаграждениям компании ПАО «Северсталь». Евгений Шварц, член Совета директоров, независимый директор, член комитета по охране здоровья, безопасности труда и охране окружающей среды компании «Русал», а также член Совета директоров, член комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, член комитета Совета директоров по устойчивому развитию и изменению климата компании «Норникель». А также с нами сегодня Виктор Дроздов, директор департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами компании ПАО «Полюс». Как видите, у нас такой серьезный состав, и, к сожалению, я сегодня провожу наше мероприятие без своего сопартнера и сомодератора Ольги Паско, которая тоже где-то в пути в связи со сменой рейсов не смогла сегодня быть с нами, но на следующей сессии, я думаю, что она тоже обязательно поделится своими впечатлениями и снова к нам присоединится. Также я хотела бы начать с того, что у нас есть специальный гость Ирина Бахтина, это представитель компании «Русал», которая сейчас находится непосредственно в Глазго на завершающих этих днях. Ирина, мне очень хотелось бы начать нашу сессию с короткой такой экспресс-сессии с вами. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о прошедших днях, о том, что вы услышали, может быть, какие-то инсайты или какие-то новые идеи, чем компания «Русал» поделилась с общественностью, может быть, то, что вы для себя впитали вот за эти несколько дней, которые вы были в Глазго. Ирина? Мы снова потеряли Ирину. Ну что ж, тогда дождемся опять включения. Немножко шалит связь. Я думаю, что у нас получится в течение этих 1,5 часов еще
несколько минут провести с Ириной, и тогда я передаю слово Рахитышу. Рахитыш, интересно узнать ваше мнение о тех челленджах, которые стоят перед советами директоров компаний в контексте климатической повестки, корпоративного управления. Что вы видите, поделитесь своим мнением, ну и дальше я потом позадаю вам кое-какие вопросы. Thank you very much, Elena, and good morning, everybody. I have just returned from Glasgow yesterday evening, and I want to share with you my two key insights from my time at Glasgow. And I should say that I've been attending these COP meetings since 2009. So this was COP26, but there's been 26 such meetings, and I've had, I don't know if it's a pleasure or pain of attending them for many, many years now. So the two key things I learned at COP26. Firstly, the reason it is called COP26 is because it actually stands for competition of patience. And the 26 stands for the 26 miles you have to walk between 2 points in Glasgow to get there. And Irina will tell us that, I'm sure. I'm only joking, of course, because it is a very logistically challenging event with 26,000 people from around the world gathering in the same place. But it is also a very important event for anybody who is looking at the impact of ESG and climate change on the companies on which you govern. But my second key takeaway, which is what I will spend the next 10 or 12 minutes talking about, is that over the years that I have been attending these COP meetings, the big change I have seen has been the role of business. Now, in the past, the business role was considered a side event. And today, although it is still called a side event, it is actually the main event. And so the implication for that, for all of us who are either managing companies in executive positions, or if we serve on the boards of companies, is to recognize that the pressure and expectation of companies on this issue of climate change is now much, much higher than it ever has been before. This will come as no surprise to you because for many years already, there has been a lot of expectation that companies will take action on climate change before governments. And even if governments do not act, the expectation is that companies will. But what I can tell you is that even in the most close negotiation rooms, there is an expectation that governments can only do so much, and that ultimately it will have to be companies that take up the rest of the fight. So my main message to you today is to be very conscious of just how much the expectations of others on companies has increased and how much I think it will increase further. Now, for us, I lead the International Council on Mining and Metals. We have 28 companies that are part of the ICMM. We're very proud, of course, to have Polyus as our member, the only member from Russia. And together, our group of 28 companies try and take leadership positions on the most important issues facing society. Climate change is one of those issues. And earlier this year, in October, the 28 companies of the International Council on Mining and Metals, including Polyus, committed to achieving net zero, scope 1 and 2 greenhouse gas emissions by 2050 or sooner, in line with the goals of the Paris Agreement. In addition, we committed to a series of short and medium-term targets. We committed to reporting our emissions annually for scopes 1, 2, and 3. We committed to disclosing all of our methodology and assumptions used in setting short and or medium-term targets. We also committed to disclosing in line with the Task Force on Climate-related Financial Disclosures. And we committed to stepping up our actions on scope 3 emissions so that the customers of
the mining companies can also reduce their own emissions. The reason we did this is because we wanted to show society that we as the mining industry are prepared and ready to step up and take strong action on this issue of climate change. The reason that was important is because of what I said earlier, that the expectation on companies is now higher than ever, and simply meeting the regulation is no longer considered sufficient if you are looking to build trust and relationships with your most important external stakeholders. And the reason we made this announcement ahead of COP, not at the COP meeting itself, is because we wanted to send a signal to governments to say that the voluntary actions that are taken by companies should give governments the space in order to be able to make their own agreements. And of course, the reason we're doing this is because for many years, there's been a perception that companies, particularly heavy emitting sectors like mining, have either held back progress or have not done enough to play their part. And I hope that by making this commitment very clearly, there should be no doubt in anybody's mind that the mining sector certainly is absolutely willing to lead the way. And many people are surprised when I tell them about this commitment, because as many of you from mining companies will know, reducing emissions is very challenging. Yes, we have made a lot of progress on what are called Scope 2 emissions. These are the emissions from the use of electricity. Many mines around the world run on 100% renewable energy, and many more will get there. But our challenge is on reducing Scope 1 emissions, because as you know, about 50% of the emissions from a typical mine site come from the use of diesel to power trucks. And currently, there are no technologies available to use electric or hydrogen trucks at the scale that we require in order to produce the metals and materials that we need. So our focus is going to be on solving that problem and working very closely with the manufacturers of original equipment to accelerate the deployment of zero-emission vehicles across mining sites globally. For the last 3 years, we have been working with 19 manufacturers of vehicles and our 28 ICMM member companies, including Polyus, to accelerate the development of these vehicles, and we will continue to do so in the years to come. Additionally, for our companies that produce iron ore and metallurgical coal, it is essential that we accelerate our efforts on reducing emissions from steel making and from the production of aluminium, because those two sectors are very important sectors in the decarbonization efforts globally. Now, let me try and bring my comments to a close by saying two things. Firstly, the responsibility and expectation of you as members of the boards of many of these companies is quite a difficult one. Because on the one hand, of course, many people are expecting companies to make a board endorsed and sponsored commitment to decarbonization. That is where you have a very critical role to play. But what people are also expecting is that not only will a commitment be made, but action will be taken to deliver on that commitment, particularly in the short and medium term. Because of course, there is a concern that we may make all these commitments, but there may not be the action to get there. And I think the only thing that would be worse for a company to do, instead, if they didn't set a target, the only thing worse than not setting a target or a commitment would be to set a target and do nothing about it. So if I can offer one perspective to you, the most important thing right now is to make sure that any targets that are being set by companies have a very clear plan for how they will be achieved. Because I believe that companies will be very harshly criticized for targets without a plan. And that's why for us, in making the commitment we did, it was very important that we show the action we will take in the short and medium term to achieve the 2050 target we have set for ourselves.
The final thing I will say is that this is so important for the mining industry, which I represent, because the industry will provide the essential metals and materials that will enable other decarbonization technologies. I'm sure you know this, but when I was in COP talking to a lot of people about how an electric vehicle takes 6 times the metals of a petrol or diesel car, and an offshore wind farm uses 11 times the metals of a comparable gas-fired power station. So if in the future we are all going to be using renewable energy and driving electric cars, that means we are all going to need significantly greater amounts of metals and minerals. And in order for those metals and minerals to be accepted by society, for shareholders to reward companies who produce them, for civil society to support companies who produce them, reducing the emissions in the production of those metals and minerals is absolutely critical. Which is why for our sector, climate change is both the greatest risk facing the planet and arguably facing our sector, but it is also an enormous opportunity, because we have a role to play as the industry to supply the metals that go into the technologies that will make a net zero world possible. So Elena, I'll stop there, and I look forward to your questions. Спасибо большое, очень такие амбициозные commitments, и я по этому поводу как раз хотела спросить. На самом деле это же очень такой сложный момент. Наверное, мы все понимаем, что если ты уже взял commitment, если компания взяла на себя определенные обязательства, то его нужно выполнять. Это мы хорошо изучили в дивидендной политике, вообще в работе с инвест-сообществом. То есть инвесторы, рынок вообще не прощает таких вещей, когда берется какое-то обязательство, компания об этом сообщает, это учитывается в цене, а потом ничего не происходит. Я думаю, что здесь нет сомнений, ну, может быть, для компаний, которые еще не листингованы, или компаний там второго-третьего эшелона, которые только начинают как-то работать со своей капитализацией, еще можно говорить о том, что это какой-то такой неочевидный момент. Для компаний серьезных и больших, я думаю, что в этом уже нет никаких сомнений. Но вопрос у меня немножко в другом. Многие компании, в частности российские компании, очень осторожны в своих заявлениях по поводу тех commitments, по поводу тех обязательств, которые они берут на себя, во многом потому, что они понимают, что их нужно будет исполнять, их нужно будет хорошо таргетировать. В контексте работы советов директоров, что бы вы могли посоветовать российским бордам, российским членам советов директоров, как продвинуть менеджмент в том, чтобы они все-таки брали на себя эти commitments, что конкретно нужно сделать, какие челленджи ставить перед менеджментом? Как вы думаете? Lena, very good question. My advice would be very simple. Under-promise and over-deliver. Because right now, there is over-promise and under-deliver. And you will be rewarded much more for making a commitment or a goal that may not sound very big, but one that you exceed, as opposed to a very big sounding commitment, which you don't deliver. So quite simply, as boards, I would be questioning the management team about any targets they're putting in front of you on this issue of climate, like you might do on dividends or other issues too, about whether we are over-promising or not, because it is better to under-promise and over-deliver. That would be my first perspective. Elena, my second advice would be to have a goal that is before 2030, at least. If you're going to set a goal that is only 2050, people will not accept that or see it as very credible. It's fine if you want a 2030 goal, that's okay. I mean, sorry, a 2050 goal, that's fine. But with it, there must also be a goal for 2030 or sooner.
Спасибо большое. На самом деле, это часть моего второго вопроса. Когда вы говорили про среднесрочные и краткосрочные сроки, я как раз хотела спросить, а, собственно, какой это год? Потому что, когда мы говорим про обязательства 2050 года или 2060 года, то это ощущение, что это где-то вот за горизонтом наших жизней, и, в принципе, можно, наверное, вот здесь и сейчас не очень по этому поводу переживать. Но вы уже озвучили, что это 2030 год. Я правильно понимаю, да, что, в принципе, мы говорим на горизонте 25 год, 30 год, какие-то понятные цели, которые можно достичь. You know, the mining industry is very strange because we are used to working with 20, 30, 40-year life of mine plans. So for us, what is medium term for others is very, very, very long term. But in the case of target setting, I would say short term is anything between now and 2030. So in the next 5 to 10 years. Medium term is anything between 2030 and 2040. And long term is anything beyond 2040. Now, if any companies decide to go down the path of setting a target that is aligned with the science-based initiative or with other target setting methodologies, they will receive guidance on how to set their targets based on different years. So there is material and information available, but broadly, I would say short is 5 to 10 years, medium 10 to 20 years, long term 20 years plus. Да, спасибо большое, отлично. Спасибо. К нам сейчас присоединилась Ирина. Я надеюсь, что нам удастся все-таки поговорить. Ирина, вы с нами? Елена, добрый день. Да, не очень хороший интернет сейчас у меня, поэтому я выключила даже видео, чтобы как-то хотя бы звук проходил. Поэтому вот спасибо, Здорово. что есть возможность к вам подключиться. Спасибо большое. Буквально просто пару вопросов, коротких ремарк. Ирина является директором по устойчивому развитию компании «Русал». Сейчас находится в Глазго. Мы были с Ириной на одной очень интересной дискуссии, панели. Точно так же просто хотела вас попросить поделиться своими впечатлениями о проходящем саммите, о том, что вы видите. И вот вопрос, который я задавала, собственно, чем ваша компания поделилась с широкой общественностью и что, может быть, впитала в себя в рамках КОП-26? Ну, наверное, я здесь поддержу коллегу из ICMM в том плане, что этот КОП действительно от того, каким он был раньше, когда только обсуждалось, что нужно делать, зачем это нужно делать. В этот раз это все-таки дискуссия о том, как мы будем это делать. И очень много действительно очень практичных, очень серьезных планов от российских, от международных компаний с точки зрения исполнения их публично взятых обязательств по достижению углеродной нейтральности. У кого-то к 2050 году, у кого-то чуть раньше. Немножко странным иногда выглядит то, что, конечно, наши FMCG-компании, то есть те компании, которые производят конечную готовую продукцию для потребителя, они эти цели по углеродной нейтральности ставят себе раньше, да, то есть они планируют их достигать где-то к 39-40 году, в то время как вот индустрия майнинг, да, индустрия металлургическая, та, которая, как сказал Рахитеш, действительно снабжает эти сектора ценными, важными, жизненно значимыми материалами, металлами, вынуждена немножко, да, более взвешенно и осторожно ставить свои цели. Это скорее 50-й год, как в случае с группой N+, в которую входит «Русал», да, потому что мы действительно понимаем весь объем стоящих перед нами задач. И сегодня действительно для всех понятно, что вот те самые легкая добыча, low hanging fruit уже вся взята, все, что можно было сделать достаточно просто, и технологии лежали на поверхности, и варианты замещения, да, углеродоемких каких-то этапов цикла, все это сделано. Сегодня вопросы стоят в достаточно сложных технологических решениях, капиталоемких. Елена, вы упомянули, что цена или обязательство, да, может быть учтено в цене. Вот в нашем случае пока это не так. Пока, Рахитеш правильно сказал, нужны конкретные планы, и они есть, обсчитанные, да, уже с четким финансовым подкреплением, что нам будет необходимо в качестве ресурса для того, чтобы технологически перевооружаться и декарбонизировать скоуп 1, но мы не видим на сегодняшний день, по крайней мере в России, вот тех привлекательных действительно условий зеленого финансирования, которые позволили бы как-то облегчить это серьезно
серьезнейшее бремя, потому что я неоднократно уже говорила, часто это выглядит так, что мы меняем двигатель, пока лайнер находится в воздухе, да, на лету со всеми пассажирами, и это без остановки операции, да, без остановки производства. В этом смысле, конечно, цена пока никак нигде не учитывается, это та нагрузка, которую бизнес несет и часто несет практически в одиночку. Очень серьезные меры поддержки необходимы. Буквально в заключение скажу, что вчера очень порадовал в этом смысле доклад или, краткое резюме от Павла Сорокина, Минэнерго России. Очень серьезный план в энергетике, и это не может не радовать. Один из действительно сильнейших, наверное, из тех, которые есть у стран-участниц. Поэтому в этом смысле, да, по Scope 2 все более или менее хорошо. Мы как компания вертикально интегрированная, представляющая и потребителей энергии, да, и производителей энергии, в общем, в этом смысле достаточно спокойны. Но вот тот фокус, то внимание к Scope 1, к конкретно методам декарбонизации, технологическим решениям декарбонизации достаточно сложных этапов добычи, обогащения тех металлов, тех материалов, которые мы поставляем на рынок, это, конечно, вопрос номер один на повестке дня сегодня. Ирина, спасибо большое, очень интересно. Но и в этой связи такой короткий вопрос. Я правильно понимаю, что вот именно в силу того, что разные сроки и хочется как можно быстрее, может быть, сделать какие-то заявления в более коротком горизонте, есть определенные сложности с Scope 3. Да, то есть работай со Scope 3, потому что приходится как бы заглядывать в другие индустрии, в других поставщиков, регулировать вот этот supply chain механизм, и, наверное, там у нас нет такой visibility, да, который у нас более или менее проглядывается в контексте Scope 1, Scope 2, то есть сложнее работать со Scope 3. Я думаю, что, Лена, основная сложность, она все-таки заключается в немножечко вот этой рассинхронизации. Сегодня очень спешат те производители, которые находятся на фронтлайн с потребителями, максимально быстро отмаркироваться, отчитаться перед потребителем, что на полке или в салоне, или где-то, где производится покупка, находится именно зеленый устойчивый продукт с низким углеродным следом. И, конечно, мы на сегодня работаем с огромным количеством инициатив от наших клиентов, даже не непосредственных, не тех, кто производит непосредственно алюминиевую упаковку или первый передел, второй передел алюминиевой продукции, а с теми, кто производит уже готовый продукт. Потому что вот эти инициативы надо вчера, надо сегодня, надо очень быстро, а мы действительно очень аккуратно подходим к тому, потому что за каждое свое обязательство и за каждое публично сделанное декларирование, да, мы ощущаем свою ответственность. Вот это немножко, не говорю, что отвлекает, это действительно как-то чуть-чуть расфокусирует наше внимание. Я уже сказала, на чем оно в первую очередь должно быть сосредоточено, с тем, чтобы мы действительно системно решили эту проблему. Да, Ирина, согласна полностью. Спасибо большое за такое емкое включение. Очень рада видеть. Но мы идем дальше, и я передаю слово Филиппу Дейру, независимому директору, председателю Комитета по охране здоровья, безопасности труда и окружающей среды, члену Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Северсталь». Филипп, какое, может быть, есть уже мнение вот по поводу первых двух высказываний по поводу того, что происходит на КОП-26, если вы следите, и, в принципе, расскажите про позицию компании, про ту работу, которую вы ведете на уровне советов директоров в контексте климатического управления. Right. Well, good morning, and thank you for your questions. Well, your questions about what is our position about COP26 is that we are looking forward to seeing some dramatic sort of breakthroughs there. There's been any number of discussions over the years about this, and we see some progress on some areas like deforestation and coal, but we do need a sort of a broader range of acceptance of targets and commitment. So I hope at the end of this COP26 that we will actually see that, because society as a whole is looking for that and expects attention. With respect to what
Severstal does. I mean, in part, I'm going to answer that with the presentation, which I'm just about to sort of give you. But we do take decarbonisation very seriously. It is something which is at the heart of Severstal's approach. And you can see that in things that we do. In the committee that I chair, we spend most of our time talking about environmental issues. We've recruited any number of senior executives to help us with decarbonisation. And you know how allergic all corporates are to increasing overheads. So the fact that we're doing that, I think, is significant. And the other thing which we're doing is that we're spending money on getting external assurance on the data that we publish on this. So we've set targets, we set short-term targets to achieve by 2023, and we're making good progress on that. And as I will tell you a little bit later on, we've set a medium-term target for 2030. Филипп, спасибо большое. На самом деле вопрос ну, такой, как бы, да, актуальный для всех компаний индустрии. И если бы вы могли нам немножко рассказать именно про, ну, может быть, последний год работы Совета директоров в контексте как бы и глобальной ESG-повестки, и климатического регулирования. То есть для того, чтобы, может быть, члены Совета директоров других компаний могли как-то чему-то поучиться у вас или перенять какой-то опыт, или просто поделиться какими-то challenges, да, какими-то вызовами, которые перед вами стоят, как директора, на которые хотелось бы обратить внимание. Well, I think, you know, the biggest challenge that we've got in the steel industry is thinking about net zero in 2050. The problem is that with current technology for steel manufacturing, we can't see an answer to that. There's a lot of discussion about the use of hydrogen, but the manufacture of hydrogen, the process of electrolysis to produce hydrogen, in itself produces huge amounts of carbon dioxide. So I think, you know, what have we been doing in the last 12 months? We've been sort of monitoring our early targets that we put forward for decarbonisation. We've been thinking about, and we've announced in 2021 what our decarbonisation target was for 2030. And we continue to scratch our heads to think about what we ought to be doing about 2050. У меня такой вопрос. Вот в связи с этим, да, кто является из трех сил, которые влияют на компанию, это и регулятор, и инвест-сообщество, и, наверное, потребительское поведение, которое сейчас уже очень очевидно, да, то есть ваши заказчики в контексте supply chain. Кто все-таки в вашей компании является таким, я бы сказала, driving force, да, в проведении этих инициатив? Это исходит от менеджмента, это исходит от совета директоров, или это какая-то общая такая командная работа? И ведь эта работа ведется как бы, ну, не последний год, это понятно, да, то есть сейчас все компании стоят перед этим вызовом, и уже как бы нету выбора, нету как бы выхода из этой ситуации, да, то есть все должны это делать, но ведь Северсталь начала это делать намного раньше, то есть чем компания была мотивирована и кто вот внутри, да, что была это за сила внутри, которая вызывала эту мотивацию? Well, when you look at all of our stakeholders, the ones who have been most vocal so far have been in the investment community. And even, gosh, you know, about 4 years ago, I was being asked by not just investors in equity, but also the investors in our bonds, the sort of credit holders who you might think would only be motivated by the quality of the debt, but they also were sort of very motivated to know what we were doing on ESG and to what we were doing to decarbonize. I think the real pressure
will come on companies from their customers. When their customers demand this, and therefore there will be a real pressure on having green products, we will see another sort of gear change in what we're doing. But but at the moment, you know, the main pressure on boards comes from society, comes from governments, and in particular from our shareholders and credit holders. Понятно. Ну, тут как бы, да, все в одной лодке, и у всех более или менее, да, как бы вот эти driving forces, вот эти силы, которые двигают вперед, они более или менее понятны. Вы знаете, мы когда были в Глазго, мы очень интересную тему затронули про косты, про расходы и про то, кто же в итоге будет все эти расходы нести, возвращаясь к вопросу про климатическую повестку и именно управление климатом. Тоже поделитесь своим мнением, просто, ну, такая была дискуссия, что вот в итоге все это ляжет на потребителя, на конечного потребителя, взвинтятся цены, они, собственно, уже сейчас явно показывают рост, да, и что всем в этом климатическом переходе будет очень некомфортно, в итоге как бы бизнес заставят нести эти издержки, бизнес будет нести эти издержки, перекладывать это все на конечного потребителя. В итоге просто к инфляции добавится еще какой-то очень такой тяжелый элемент. Ну и, в общем, как только начали считать цифры, стало все как-то не очень приятно, да, то есть мы как бы от какой-то такой гуманитарной миссии перешли к реальной жизни и пришли к выводу, что ну, в реальной жизни все намного тяжелее, чем просто в теоретических дискуссиях. Поделитесь своим мнением на эту тему, пожалуйста. Я не буду обострять, потому что уже было достаточно острых дискуссий на эту тему, но ваше мнение было бы очень интересно. Well, I mean, I share your conclusion on that ultimately the costs will be borne by the customer. And in a way, that's why, as I said a second ago, that I feel that the real pressure on companies will come from those customers once they've got an acceptance that what they're looking for will have an impact on pricing. I must say at the moment, we get very little pressure from our customers. We get pressure from all our other stakeholders. Имеется в виду финансовые институты или ваши поставщики, то есть от кого именно вы чувствуете вот этот вот самый предельный пуш? Ну, я не говорю про регуляторов. No, the main pressure that we currently experience is coming from the investment community. You know, larger institutions, they all have their own ESG sort of groups, and they're sort of very vocal on this. And we do spend a lot of time talking to them. And if you don't sort of satisfy them, then you know they risk voting against resolutions at the annual general meeting. They can sell their shares and disinvest from the company. So there is a lot of pressure that is being applied. And that's why it's very important for, I think, companies to ensure that they've got good ESG ratings from the various agencies which perform those surveys for you. And it's very important that you maintain a good communication and dialogue with institutional investors. Слушайте, ну тут я полностью согласна, но тут просто вот такой момент, что компании иногда, ну, по крайней мере, в России я слышу такое, что пока мы платим дивиденды, как бы большинство инвесторов, составляющие free float, не являются какими-то там ESG-driven фондами, то мы, в принципе, достаточно еще в какой-то стабильной зоне, да, то есть мы платим дивиденды, мы работаем с инвест-сообществом, да, мы говорим слово ESG, но пока что это на уровне вот такого, ну, немножко гринвошинга, да, то есть даже как бы получая какие-то рейтинги, мы понимаем, что мы больше делаем это в угоду тому, чтобы сохранить, да, некий формальный паритет, но по сути, да, мы еще пока не совсем здесь, хотя вот, как правильно Ирина сказала, что уже
все, что можно было сделать, то есть все как бы галочки, которые можно было поставить, наверное, уже все компании поставили. Насколько вы сейчас ощущаете, что ваши инвесторы переходят как бы от формы к содержанию, да, и они начинают уже смотреть не сколько на формальные аспекты, а на то, что действительно делается, и то, что мы вот в начале с Рахитышем обсуждали, что действительно те targets, которые ставятся, те цели, которые компания перед собой ставит, они выполняются, и потом вы видите, да, что инвесторы на это реагируют, по сути, выходя из free float. I think when you're talking about investors, larger institutions, they will have the fund manager who's the expert on the sector and who will be looking for capital growth, be looking for dividends, and be carrying out a fundamental financial analysis of the company. And that is why they will make investment decisions to invest in a company. But they also have their ESG departments. Either they have their own, or they sort of rely on larger institutions and follow the sort of guidance that they give. But the ESG parts of institutional investors, they're the ones who decide how to vote at AGMs. They're the one who decide whether or not you can hold an investment. So you've got to be careful about which part of an institution you're talking to understand what the motivation of that particular person is. You know, at Severstel, and indeed all companies, you have lots of interaction with institutions, and you see the combination of those two sides, those who are looking at the fundamental financial imperatives of an investment decision, but also, and even certainly more frequently now, you have got an ESG component. But that ESG component is quite powerful in making the decisions whether or not to invest or hold a particular equity, and very powerful in deciding what the recommendation is for voting on the various resolutions that a company will put forward at its AGMs. Да, очень интересно. Спасибо большое. На самом деле, я думаю, что здесь я такую нашу мини-сессию закруглю. Может быть, у нас будут потом еще в конце вопросы от нашей аудитории или что-то по ходу возникнет. Но на данный момент спасибо большое. Очень, очень интересно. И спасибо, что вы с нами. Я перехожу к нашему следующему спикеру. Евгений, расскажите, пожалуйста, свои впечатления, какие мысли на данный момент. В общем-то, вопросы те же. Большая просьба поделиться, что делается в ваших бордах. Вы представляете две такие очень крупные и лидирующие компании, к которым устремлены все взоры. И, конечно, есть еще такой perception, да, как говорят англичане, что на индустрию вообще, в принципе, смотрят очень так предвзято. Ну, не то чтобы предвзято, но с большими ожиданиями, да, и всегда интересно, ну, как бы узнать, что делается внутри и как вы, собственно, решаете эти проблемы. Ну и, конечно, ваше впечатление о КОП-26. Евгений, вы на мьюте, не слышим вас. Евгений, все еще на мьюте. Вот, отлично, ура. Все? Да, хорошо. Значит, спасибо большое, Елена, рад всех приветствовать. И, ну, КОП-26 могу только вторично комментировать как с телевизора, поскольку я все время был в Москве. Под конец я, может быть, скажу, но все-таки я хотел бы, наверное, рассказать про то, как компания, да, конечно, директором. Конечно. Вот. Нужно отметить первый комментарий. Вот на меня последние год было очень много критических замечаний, что вы под проклятых западные рынки сдали национальную экологическую повестку. Вот я в последний слайд, у меня будет как раз ответ на этот вопрос, потому что на самом деле ответ на эти вопросы и замечания, он будет
в целом в презентации. Второй момент – это то, что наш сектор горно-металлургический, он, по крайней мере, до последнего времени чуть-чуть был сзади, потому что на нас в меньшей степени распространялось дыхание спроса потребителей. Многие российские компании, секторы считали, что это вопрос кармейкеров и тех, кто продает наши продукты конечному потребителю, а мы можем, ну, как-то, в общем, работать с нашими корпоративными бизнес-покупателями. В общем, в целом, это мы сейчас хорошо видим, что это не совсем так, и в обеих компаниях, те, кто занимается инвестициями, работе с free float shareholders и конечными потребителями, все то есть, ну, достаточно, на мой взгляд, в сходных словах и терминах говорили о том, что мы не можем оставаться вне тех показателей, на которые ориентируются инвесторы и даже просто те, кто покупает небольшое количество акций на открытом рынке. То же самое касается и долгосрочных игроков типа пенсионных фондов. И, соответственно, был сделан анализ в обеих компаниях, какие потери стратегические, какие проблемы это может создать в ближайшем будущем. Так, сейчас. Так. Знаете, может быть, действительно, если можно, чтобы у вас листали, потому что Коллеги, мы можем сейчас организовать, да, чтобы помочь Евгению листать презентацию, пожалуйста? Можно следующий слайд? Просто я удивлен. Все, извините, я понял. Все, нет. Тогда можете листать, потому что у меня просто здесь некоторые проблемы возникли. О, сейчас. Значит, практически все компании, я думаю, что я ничего нового не расскажу, стали строить долгосрочную стратегию, сравнивая себя с крупнейшими конкурентами. При этом нужно отметить, что очевидно, что роль заверенной нефинансовой отчетности как инструмент получения более-менее надежных данных о поведении других игроков рынка и конкурентов стал одним из ведущих источников информации. Я специально убрал здесь все конкретные цифры, но понятно, что обе компании начали сравнивать себя сегодня, себя и крупнейших конкурентов через 6-10 лет, и как стать безусловными лидерами рынка на более долгой перспективе. При этом вот то, что есть на слайде из Net Zero Strategy N плюс Русала, что здесь что важно понимать, что, наверное, по моей оценке достаточно правильно, что так называемый offset, то есть связывание, захоронение углерода, идет после того, как компания повышает энергоэффективность. Собственно, одна из основных проблем использования главного российского конкурентного преимущества это леса. Это имеет смысл только тогда, когда компании, которые хотят использовать хотя бы часть этого конкурентного преимущества, демонстрируют снижение
углеродоемкости и снижения углеродоэмиссии. Вот здесь по графике, вот то, что внизу серое, это как и должно быть. Только после того, как компания демонстрирует уменьшение углеродоемкости, повышение углерода и энергоэффективности, только после этого можно рассчитывать на какие-то засчеты лесных единиц сокращения выбросов. Сейчас. Можно следующий слайд? Теперь вы листаете. Так. При этом для долгосрочной стратегии компании это создает достаточно серьезный и нетривиальный вопрос. В частности, в мае этого года появилась первая информация о возможном разделении активов «Русала», производящих, на более углеродоэффективные и менее углеродоэффективные. И должен сказать, что я как независимый директор сразу оказался под достаточно серьезной критикой ближайших коллег, потому что это, так как это было объявлено, это воспринималось сначала, что то, что мы продаем за границу, мы будем хорошие, а то, что внутри страны, мы будем такие, как всегда. На самом деле это не совсем так, потому что для всех тех производственных единиц, которые не будут закрыты и останутся в выделенной компании, предусмотрены большие программы, и, грубо говоря, повышение энергоэффективности, повышение доходности более зеленой компании может способствовать или обеспечить улучшение и повышение финансирования, экологической модернизации менее зеленой компании. Но, в общем, это большой вызов, который требует безусловного диалога и с акционерами на открытом рынке, и с регуляторами и иными заинтересованными сторонами. Следующий слайд, пожалуйста. «Русал» сразу постарался включиться и начать отрабатывать возможности использования углеродных единиц от сокращения выбросов с помощью лесов. И это вызвало, безусловно, положительное отношение со стороны Федерального агентства по лесному хозяйству, но у меня это, как независимого директора, вызывает большой ряд серьезных вопросов. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Ну, во-первых, потому что не совсем понятно, на какую отчетность кто ориентируется. И та отчетность, которая у нас фигурирует на уровне вице-премьера, в общем, она не имеет подтверждения в том, что Россия официально рапортует в рамочную конвенцию ООН. Более того, наиболее научно обоснованные и подтвержденные показатели, ну, примерно в 1,5-2 раза меньше, чем то, о чем стало говорить, иногда говорится с высоких трибун. И при этом нужно отметить, что никто нашу роль лесов в балансе углерода не принижает, поскольку наиболее высокие оценки российского связывания углерода идут как раз от зарубежных научных институтов, а самые объективные там, где Россия участвует в качестве одного из участников научного консорциума. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. При этом
самый, на мой взгляд, это относится непосредственно к Глазго. Сейчас в Глазго обсуждается реализация пункта 6.4, то есть там, где мы можем использовать это как монетизацию наших преимуществ. Да, безусловно, у нас ЕС очень разные структуры выброса. И, соответственно, это то, что, на мой взгляд, должно быть основой переговорного процесса. Вот никаких реальных показателей, что мы действительно пытаемся серьезно о этом говорить, нет. Следующий слайд, пожалуйста. И это очень важно, потому что от того, что мы докажем, что у нас больше всего баланса углерода в мире, нам никто за это денег не заплатит. Посмотрим на поведение Канады. В Канаде еще меньше роль лесов в национальном балансе. Канада не обвиняет ни Россию, ни США, ни Евросоюз. Может быть, просто потому, что она понимает, что в случае Сибама будет легче капитализировать свои преимущества с более низкой базовой линии. При любом условии, мне кажется, что именно опережающий диалог и использование наших конкурентных преимуществ крайне важно. Вот только что было объявлено о создании китайской Emission Trading System. Китай учитывает свои лесные углеродные единицы. Почему никто не ведет переговоры, чтобы учитывали наши? Почему мы требуем от Китая какую-то, на мой взгляд, ересь, типа бюджетной оплаты сеянцев в России, вместо того, чтобы договариваться на нормальных рыночных взрослых условиях. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. В этом году, в первой половине этого года, была принята, на мой взгляд, достаточно революционная климатическая экологическая стратегия Норильского никеля, которая также, на мой взгляд, что очень важно, построена на международных, из них больше половины добровольных экологических стандартов. И точно таким же путем и шла оценка, где мы сейчас, где наши потенциальные или актуальные конкуренты, и в каком порядке мы решаем эти задачи. Следующий слайд, пожалуйста. Климатическая и экологическая стратегия Норильского никеля предусматривает 21 цель. Говорить про всех невозможно, нет времени. Но отметим, что первое, что есть на первом месте идут 3 цели в области климата. В первую очередь обозначена общая граница эмиссий по скоп 1 и скоп 2 в качестве 10 мегатонн двуокиси углерода к 2030 году и сохранение позиции в первой четверти глобальных никелевой индустрии по эмиссиям двуокиси углерода. Но очень важно исходить из тех вопросов, с которыми я начал свою презентацию, что по крайней мере 5 целей из 21 относятся к участию в глобальных, добровольных или полугосударственных, полудобровольных стандартах. Это и TCFD принципы, это Международный союз Mining and Metals, это ИРМА, что я выделил красным просто потому, что это, так сказать, наиболее понятная мне открытой сертификационная система, где учитывается мнение не только производителей, но и независимых активистов и потребителей. Это применение Global Tailing Standard Principles и присоединение к Responsible Minerals Initiative. Мне кажется, что вот такой трехшаговый подход и совершенно правильно поставленные KPI в стратегии. Следующий слайд. Следующий слайд, пожалуйста. О том, о чем говорилось, о том, почему нельзя отставать. Нельзя отставать по такой простой причине, что если ты не берешь на себя вовремя обязательств, то потом у тебя не будет времени
обеспечить их выполнение. В этом отношении я с определенным чувством гордости хочу сказать, что буквально 3 дня назад Совет директоров Норильского никеля одобрил контракт на строительство первого ледокола, у которого есть полный комплект ЛНЖ оборудования, который будет соответствовать новым правилам International Maritime Organization о том, что в Арктике с июля 2024 года будет запрещено использование heavy fuel oil. Вот при этом, готовясь к этому Совета директоров, я понял, через каким этапом, какие проблемы должна была пройти компания, чтобы успеть вовремя принять это решение. По той простой причине, что в Арктике нету соответствующей бункеровки, что нужно платить и сохранять двойной комплект оборудования, потому что нельзя допустить, что если газ закончился, его не могут подвести и так далее. Но в данном случае, то, о чем уже говорилось, важно то, что обязательство было взято и выполнено. И мы хорошо понимаем, что теперь нужно делать, чтобы все российское, весь российский шиппинг в Арктике мог к 2024 году выполнить требования International Maritime Organization. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. И завершающий последний слайд, который к дискуссии. Когда говорится о том, что климатическая адженда вытеснила там более актуальную в России новую экологическую политику и то, что нам нужно сейчас реально делать, то это, на мой взгляд, очень нечестный, неправильный, и я даже сказал, глупый подход. Потому что те проблемы, которые мы должны были решать и категорически отказывались делать в течение предыдущих подотчетных 15 лет, дальше нас уже ждать никто не будет. Мир стал глобальным. 80-75% экологизации российской экономики, к сожалению, диктуется требованиями ответственных инвесторов, рэнкингами, рейтингами, правилам международных фондовых бирж, международным финансовым институтом. Эти требования стали глобальными, поэтому я так много говорил про их виды и как компании, где я вхожу в совет директоров, в этом участвуют, к этому присоединяются. Для совсем не понимающих, после того, как в 2013 году европейские компании стали платить за выброс двуокиси углерода, с этого момента стало понятно, что через 10 лет все изменится. Потому что 10 лет можно раскачиваться, а дальше более сильные или равные игроки захотят работать по новым правилам, не проигрывая в результате этих правил. Мы уже, по-моему, обсуждали на заседаниях CRI о дискуссии по поводу нефинансовой отчетности между руководителем Росприроднадзора Светланой Геннадьевной Родионовой, которая обвинила компанию Большой Четверки в закрывании глазах и фальсификации нефинансовой отчетности. Значит, на мой взгляд, это просто, к сожалению, свидетельство о не очень правильном, не очень хорошем понимании представителями регуляторов, что такое нефинансовая отчетность и что такое репутация для компании Большой Четверки. Вот если бы госпожа Родионова, кто-то из ее подчиненных, подали бы в суд на искажение отчетности, поскольку они являются получателями этой отчетности от всех компаний в нефинансовой отчетности, можно было поверить в искренность, и компании бы изменили поведение. Но до тех пор, пока в личных кабинетах природопользователей не будет данных в открытой форме, это, на мой взгляд, не очень честный и порядочный подход. И Светлана Геннадьевна
вот в конце августа говорил, а я уверен, что там уже все открыто, а месяц назад мои коллеги получили ответ ее заместителя о том, что мы ничего не открывать не будем, потому что это запрещено законодательством об корпоративной информации. Вот если бы Светлана Геннадьевна или Ростехнадзор или генеральный прокурор подали о необходимости изменения закона, чтобы он соответствовал Российской Конституции, которая говорит о том, что информация по экологической информации не может быть засекречена, то можно было бы и говорить о изменении или повышении, или по прозрачности деятельности регулятора. К сожалению, сейчас об этом можно только мечтать, но я надеюсь, что те, кто меня слушает, со мной, по крайней мере, морально солидарны. Ну и завершая этот блок, надеюсь, меня потом никто не побьет и не покалечит, что, на мой взгляд, сложившаяся система, когда те компании, которые больше всего проигрывают от изменения глобальной мировой экологической повестки, фактически блокируют принятие компромиссных, чуть-чуть опережающих или просто своевременных решений государства, играют не самую лучшую роль для всех крупных российских компаний. Потому что мне кажется, почему у нас РСПП блокировал и выступал против создания национальной emission trading system. Объяснение только одно, что компании понимают, что проще дороже самим заплатить в бюджет ЕС, но не платить меньше, но зато со всей прочностью. Другого объяснения я не вижу. И правильно ли это с точки зрения других компаний, тех компаний, которые идут впереди рынка? Мне кажется, нет. Может быть, нам все-таки нужно как-то создать, не бояться создавать новую бизнес-повестку. Вот идея, которую выдвинула, если я правильно помню, группа Ян Плюс, Русал, Иркутская нефтяная компания и некоторые другие, может быть, там создать Russia Net Zero 2050 Business Union, который бы объединял те компании, которые готовы к 2050 году выйти на Net Zero. Может быть, это бы ускорило диалог внутри страны. Евгений, спасибо большое. Я, к сожалению, просто думаю про время, да, но очень интересно, что мы планируем в рамках нашей площадки в следующем году обязательно сделать сессию с регуляторами. И я думаю, что вам будет очень интересно поучаствовать, послушать, потому что, я думаю, там будет много инсайтов, и идея как бы посадить всех за круглый стол и в каком-то таком дружеском ключе пообсуждать, и, может быть, какие-то прийти к обоюдным решениям. Я вижу, что, Андрей Евгеньевич, у вас поднята рука. Скажите мне, пожалуйста, вы хотели как-то что-то прокомментировать? У нас будет чуть-чуть попозже Q&A-сессия, но я с удовольствием дам вам слово, если есть желание что-то кратко прокомментировать. И мы пойдем дальше. Андрей Евгеньевич, просто надо нажать unmute, и можно что-то сказать. Ой, все равно не слышно, к сожалению. Андрей, you're on mute. Андрей Евгеньевич, у вас горит микрофон. Красный. О, отлично, слышно. Андрей Евгеньевич, говорите. Да, можно. Отлично. Я просто хотел сказать, что есть какой-то, может быть, такое современное понимание ситуации, что компании реагируют на давление внешних факторов, сигнала рынка и на давление со стороны стейкхолдеров, инвесторы, потребители, банки там и прочее. Но на самом деле это неверно. Залог успеха в том, какая идеология, какая философия руководит действиями управленческой команды. Вот. И если в этом смысле управленческая команда привержена принципам зеленой экономики и хотела бы, чтобы их предприятие, их компания имела соответствующую репутацию, ну это, пожалуй, самый важный ингредиент успеха. Вот за примерами далеко ходить не надо. Вот новая управленческая команда появилась на Рижском никеле в 2013 году. Мы стали готовить компанию к закрытию находящегося на территории города Норильска
старого никелевого завода, который там первую плавку дал в 1939 году. Мы это сделали не потому, что это требовали внешние факторы, изменения на рынке или какие-то стейкхолдеры. Мы это сделали потому, что производя металлы, которые нужны для зеленой экономики, мы не можем одновременно загрязнять ту территорию, на которой расположено наше предприятие. Завод был закрыт в 2016 году, и сразу же началась вторая ступень этой работы, работа по сокращению выбросов диоксида серы. И после 2025 года у нас на 90% эти выбросы будут сокращены. От нас никто этого не требует, кроме нас самих. Вот что принципиально, на мой взгляд, важно. Андрей Евгеньевич, спасибо большое. Напомню, что Андрей Евгеньевич Бугров является независимым директором компании Норникель. Вы видите, сегодня у нас такая привилегия, что у нас два директора от Норникеля. И, Андрей Евгеньевич, на самом деле вы подняли очень такой серьезный вопрос по поводу управленческих команд. И мы вот с Филиппом как раз говорили тоже на эту тему. Филипп, я знаю, что готова презентация. Может быть, будет возможно сейчас буквально там 5-10 минут рассказать про то, что делается внутри компании «Северсталь», если вот в контексте нашей дискуссии хочется что-то добавить. Филипп? Yeah. Thank you. Are you going to put my slides up on the screen? Коллеги, вы могли бы, пожалуйста, вывести слайды на экран? Филипп хотел бы сделать небольшую презентацию. Oh, thank you. Can you go back to the beginning? Thank you. Well, first of all, good morning, ladies and gentlemen, and thank you for sparing some time to hear a little about Severstal's approach to decarbonisation. You'll see from the heading that I've used the word opportunities, and I would certainly encourage you in all of your sort of board discussions about decarbonisation to think about opportunities and don't become mesmerised by or clinically depressed by the risks associated with decarbonisation. I have the next slide, please. With this slide, I just wanted to give you some very brief contextual information about the steel industry. Steel is an amazing metal. It is strong, it is versatile, and it's 100% recyclable. What this means is that today, the demand for steel is very strong. This is in part because many governments are investing in infrastructure projects to help stimulate their economies after the damage caused by the COVID pandemic. And you might have seen last week that President Biden managed to get the Congress to pass a bill to invest $1 trillion over 5 years in American infrastructure. Looking to the future, the global trend of population growth combined with emerging and developing countries' desire to improve the living standards of their population mean that there will be an increased demand for housing, an increased demand for places for work, and an increased demand for the infrastructure linking them. However, with present technology, the manufacture of steel produces huge amounts of carbon dioxide as a byproduct. And it's been estimated that some 7% of all greenhouse gas emissions have been caused by steel manufacturing. And as we all know, greenhouse gases are sort of bad for the climate, even if President Trump didn't know that. May I have the next slide, please? You'll all be conversant with TCFD, the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. And what that initiative requires boards to do is to think about their climatic, physical, and transition risks. The physical risks being damage to buildings caused by flooding or disturbance of permafrost, transition risks being things like new regulations or new carbon taxes,
introduced by governments as they seek to decarbonize their economies. I'm not going to talk about these risks which Severstal has identified for itself. Instead, I wanted to say a few words about Severstal's approach to TCFD, since I know that all of you in your audit committees and in your board discussions, you'll be thinking about what your approach to TCFD could be. At Severstal, we wanted to be an early adopter. I think whenever there's a new regulation, boards discuss, do they want to be early adopters or do they want to delay and go with the herd at a later stage? At Severstal, as I say, we wanted to be an early adopter, and in our annual report for 2020, we made many disclosures which were compliant with TCFD. In the UK, there's a new listing rule which requires that all premium listed companies must be compliant, fully compliant with TCFD for accounting periods starting on or after the 1st of January 2021. So what this means is that in the reporting season in 2022 for reports, the results for 2021, we'll see a large number of fully compliant companies, and Severstal expects to be with them, even though we are not a fully, we haven't got a premium listing, and we are not obliged to honor that particular timetable. I have the next slide, please. I said at the outset that we ought to focus on opportunities, and here I've itemized some of the opportunities that Severstal sees for itself. Again, I'm not going to go through them individually because they're all self-explanatory. I'd just like to dwell a little on the second bullet point. All of you in your companies and boards, you will have financial hurdles that you must satisfy before any CapEx proposal can be approved. At Severstal, we have not only those financial imperatives, but we also look at the environmental impact of our CapEx. So one of the most significant things that we have done recently has been to refurbish our blast furnace number 3. And I'm happy to say that following conclusion of that refurbishment program, the intensity of our atmospheric emissions has been reduced by over 50% compared with our other blast furnaces numbers 1 and 2. Now the next slide, please. On this slide, you'll see at the bottom on the left-hand side that Severstal has given itself a medium-term goal to reduce its greenhouse gas emissions by 10% by 2030 compared with 2020. And I'd just like to give you a little bit of background into the board discussion leading up to that decision. The first thing is when you're setting a target is to make sure that you've got reliable information about your base year. And when we were looking at this, we saw that there were various methodologies for calculating the carbon dioxide that's produced through steel manufacturing. So we decided to adopt the methodology which has been developed by the World Steel Association. The World Steel Association has reviewed over 50 companies that manufacture steel using blast furnaces as the method to do that. And they have calculated that the carbon dioxide intensity is some 2.2 tons per ton of steel. So that's 2.2 tons of carbon dioxide for each ton of liquid steel that's manufactured. At Severstal, our carbon dioxide intensity was just over 2 tons. And so that put us in the top quartile. So against the background that we were already in the top quartile, we needed to think about a target for 2030. And as you will have seen, we selected a target of 10%. Now you might wonder, did we choose 10% because it was a round figure? Maybe you think that we were like poker players, that we saw other companies come up with targets of 8% and we'd see their 8% and raise them to 10. Well, the answer is no. What we were doing is a point which Rohitesh made much earlier on, is that we wanted to set a target
which was backed by investment projects and was capable of being delivered by known existing technology. So we weren't setting a target that was aspirational and that we hoped that by the time we got towards 2030, there would be new technologies that would enable us to deliver it. As I say, we wanted something that we could deliver through existing technologies. The other thing I would say about Severstal when it issues targets is it does revisit them. So for argument's sake, we did issue a target to reduce our atmospheric emissions by some 7%, but then subsequently we revised that up to 13% when we saw that we could improve upon those targets. I have the next slide, please. What's interesting about this slide, well, at least I hope you find it's interesting, is that, as you would expect, Severstal has its own team working on product innovation and working on how to mitigate the impact on the environment through steel manufacturing. But we're also prepared to work with third-party companies. A few years ago, we set up Severstal Ventures, which in effect is a venture capital fund. And the idea of that is to mobilize Severstal's financial strength behind entrepreneurs and smaller businesses to act as an accelerator for metallurgical innovation. We also collaborate with other companies on their sort of green projects. And on the right-hand side of this slide, you'll see some of the companies that we are collaborating with and the nature of those products. The next slide, please. And this is my final slide. And here I've just listed a few points to help accelerate the steel industry towards decarbonization. The only one which I would specifically draw to your attention is the third point, because again, it enables me to remind you that steel is 100% recyclable. Well, I hope that quick presentation has given you an insight into the challenges that the steel industry faces as it moves towards decarbonization. And I hope that our insights on how the board of Severstal has approached CapEx, looking at the environment, our approach to TCFD, how we go about setting targets, and how we also want to see external validation of any of the data that we do produce for targets. I hope those points will help you in your discussions as you look at many of those points yourselves. So thank you very much for your attention. Филипп, спасибо большое, очень интересно и очень отрадно по поводу действительно Severstal Ventures. Я знаю, что они очень активны на рынке, и я надеюсь, что стартапы или какие-то решения технологические, связанные с декарбонизацией, они займут какое-то достойное место в портфеле, и вы сможете потом с нами еще поделиться, как вы это все интегрировали. Потому что вообще вот такая история, да, смотреть на стартапы, на технологические компании, ну или запускать свои собственные каптивные фонды или просто какие-то подразделения, именно еще и с акцентом на проекты по декарбонизации, на мой взгляд, это такая очень эффективный такой метод, и очень интересно потом было бы узнать, как это все интегрируется. Спасибо большое. Я бы хотела передать слово нашему завершающему спикеру. Это Виктор Дроздов, директор департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами ПАО «Полюс». И, Виктор, вопрос на самом деле очень такой, я его задаю всем. Помимо того, что очень интересно узнать, что делается внутри ПАО «Полюс» в контексте управления климатическими рисками, о чем мы часто говорим, и узнать позицию по поводу КОП-26, конечно, еще интересен вопрос по поводу взаимодействия между менеджментом и советом директоров, и насколько это выстроено. Может быть, вы могли бы тоже с нами поделиться опытом именно по выстраиванию этих процессов и по тому, какие синергии вы уже видите и как ими пользуетесь. Sure. Yeah, we'll definitely do. Look, to start with, hear me well? Пропадает звук, к сожалению. Сейчас вообще не слышно. А сейчас слышно. Но это не связано с мьютом, это именно микрофон. Yeah.
So once again, to start with, thanks a lot for this opportunity to speak at this event, and thanks a lot for the opportunity to share Polus' story on decarbonization, especially and from the perspective of the gold mining company. Look, to start with, I need to admit that there's clearly among the different subsectors within the metals and mining industry, there's clearly different carbon footprint, and while gold mining industry in particular is among the lowest carbon intensive metals, it still doesn't mean that we shouldn't be focused on decarbonization. We definitely, that's definitely a must for us. And here in Polus, we truly believe that the most important thing to focus on when it comes to decarbonization is the switch to renewable electricity sources. That must become the priority for all the metals and mining companies. That must be this topic should be a priority for board of directors of all the mining company, and in particular in Russian. And I will, with this presentation, I will answer why. So please go to the next page of the presentation. And I'm really sorry that that's not a fancy presentation here, but it's not about visual content, it's more about the content itself. Yeah. Can we go to the next slide, please? Yeah. So on this one slide, you may see that currently less than 10% of the total electricity consumption, which is being consumed by global metals and mining industry, comes from renewable sources. And by the way, this proportion hasn't changed that much over the course of last like 50 years. The good thing, on the other hand, is that at the same time, the renewable energy becomes more and more available to the market in various regions of the world. But we should probably go to the next page, where we can take a look on how situation is in Russia. So let's look at Russia. That's on the second page. On the other page, the next one. Yeah. So despite huge availability of fossil fuel resources, given the fact that Russia is the largest country by area, it also has enormous renewable energy potential, and this clearly includes considerable solar, wind, and geothermal energy potential. But it is clearly dominated. The structure of renewable energy is clearly dominated by hydro, and that's Russia is currently the 6th largest hydropower generator. But what is more important, the country is currently ranked second globally in terms of undeveloped HPP resources, and for that reason, with only like approximately 20% of its estimated potential being currently well developed. So for that reason, the national priority should lie in the field of making those resources accessible. Yeah, I'd probably here agree with what Philip mentioned earlier, that there is one factor which might
result in more kind of proactive approach by the board of directors is, by the end of the day, the energy transmission, the energy transition is effectively transition to a more energy efficient economy. And it's not in everybody's DNA, as Andrei mentioned. From time to time, when it comes to some sort of managerial decision or the decision on the board level, there might be another factor being used kind of to incentivize the company to focus more on both decarbonization and kind of switch to renewable energy. And this factor is money. And it's look, we just need to admit that in around like from 2 to 5 years from now, there will be no more plain vanilla Eurobonds on the market. Most of those Eurobonds will just become SLB structure, which is sustainability linked bonds. So for that reason, the switch to renewables, the decarbonization trend will help all the companies to survive in this world, will help them to make sure that they have access to cheaper finance. Yeah, so that's the thing. Yeah, look, and if we go to the next page of this presentation, Polish is clearly proud with the fact that we've already made a practical contribution to accessing those renewable resources. So starting this year, we cover like 100% of our electricity demand is covered by renewable sources. Most of it comes from hydropower, and so effectively we are the first gold major globally to come up with 100% of electricity demand being covered by renewable sources. More than 90% of it is being covered by hydropower. The small percentage, still the small share, still we decided to cover it with energy certificates, and for that reason, we are really focused and looking after the developments on that front, and we clearly believe that that the establishment of mandatory and voluntarily carbon markets is extremely important for the metals mining industry. And yes, it's not only about the establishment per se; it's also about the regulation of those markets. Yeah. So with this switch to 100% renewables, we estimate that the consumption of coal will be reduced by 40% already this year compared to the previous one, and it will further help us to reduce our carbon footprint by approximately 25% on year-on-year basis. Yeah, and of course, it's easier to send than to set. It's easier to say than to do. And if we go to the next page, which is probably the fanciest within this presentation. Sorry for that once again. So we've started this process a long time ago. That was more than 5 years ago when we started constructing those power grids to make sure that we can link our operations to federal grid, and so we've spent roughly $300 million to do that. The good thing is that those projects been a great example of the cooperation between private corporation and the government for the benefit of all the stakeholders. Is with the development of those power grids in those regions, we are effectively stimulating the access to cheaper and greener electricity for all the communities there. And
Yeah, so that's effectively what we've already done. But what's the next step? And that's on page 6 of this presentation. Yeah. So with the ongoing increase in renewable sources, we still believe that we need to do some further institutionalization and formalization of our climate work. I wouldn't say that with us moving to renewable sources, we effectively reaped the low-hanging fruits. Because the amount of work being done clearly shows that was not an easy work. But still, so the next step for us is the development of climate strategy, which we're currently focused on. Of course, as a fellow ICMM member, we've followed all the other ICMM members and committed to reaching net zero by 2050. But here, I would probably echo what Rahitesh mentioned at the very beginning of this panel discussion. I'd say that, of course, the long-term targets are extremely important. But today we witness some sort of a growing number of questions coming from investors and all the other stakeholders on short and mid-term targets. And by the end of the day, we need to admit that, and it specifically applies to gold mining industry with quite a short life of mine. Because the average life of mine for a gold mining company is around 7 years. So for that reason, with boards of directors, with directors on the board effectively exercising their fiduciary duty and representing the interests of minority investors, we need to remember that directors should be focused on achievable goals. And for that reason, we're clearly talking about 5 and 10-year marks when speaking about short and mid-term targets and exact steps which we're going to take to get there, how to reduce the carbon footprint in our case. So that is why that's both the executive team and the board of directors. We are not that of a huge fans of those commitments to become net zero by 2050. It should be done much faster. That's for sure. Look, and as I'm approaching the end of my presentation, I will try to answer Yelena's question. So when it comes to cooperation between the executive team and the board on this extremely important topic of decarbonization, so first of all, it doesn't ends up with a regular meetings. We have multiple calls, on a more frequent basis, and we make sure that our independent directors usually available for any sort of discussions with stakeholders. It's about the level of involvement of independent directors in all of those discussions, and it's about the level of in-depth level of understanding of what the company's needs are when it comes to this energy transition. As I already mentioned, it's more of an understanding that it's not just the process of switching from one source to another. It's about the improvement of the efficiency of all of those projects.
Виктор, спасибо большое. У меня короткий уточняющий вопрос, если позволите. Я правильно поняла, что вы стараетесь на возобновляемых источниках энергии снабжать все свои месторождения, но если у вас это по каким-то причинам не получается пока, то вы добираете это за счет IREC certificate? You're right, yeah. И это касается всех месторождений. 100% of our deposits, those are fully covered with renewable energy sources, and as I've already mentioned, like slightly more than 90% is being provided from HPPs, and less than 10% is being covered with IREC certificates. Это впечатляющая цифра, на самом деле. Я, может быть, так, не так, конечно, пристально смотрю за золотодобывающей индустрией, но, по крайней мере, звучит очень приятно для ушей инвесторов и вообще, в принципе, сообщества, я думаю, потому что, когда уже компания такое заявляет, это значит, что пройден определенный путь, то есть прямо можно говорить о лидирующей позиции в этом контексте. Коллеги, прежде чем я с вами попрощаюсь, я сделаю несколько организационных ремарок. Напомню вам, что мы работаем в России чуть больше года, что нам помогают наши партнеры, российские партнеры. Мы работаем под эгидой Всемирного экономического форума. Нашим генеральным партнером является компания ПАО «Сбер». Нашим главным стратегическим партнером является компания «Полюс». Нашим интеллектуальным партнером является компания «Deloitte». Юридическим партнером является компания «Delay Piper». С нами также работает информационный партнер PBN Hill Knowlton & Strategies. Аналитическим партнером является компания Xerica. Нашей принимающей стороной в России является международная школа управления Сколково. Нашим институциональным партнером является Лондонская биржа, академическим партнером является финансовый университет, страховым партнером является компания Марш, нашим партнером по организационному консалтингу является компания Korn Ferry, партнером по ESG-сопровождению является компания Горизонт, и нашим недавним партнером также стал коммуникационный партнер компания Михайлов и партнеры. И также напомню, что недавно мы подписали партнерское соглашение с нашим главным стратегическим партнером в химической промышленности компанией «Фосагро». Видите, наша деятельность расширяется, все больше и больше партнеров приходится озвучивать на наших мероприятиях, чему мы, конечно, очень рады. Все нам активно помогают, делятся инсайтами. Мы также снабжаем наших партнеров, я надеюсь, интересным контентом. Мы продолжаем работать, движемся к Новому году. Надеюсь, что еще порадуем несколькими мероприятиями вас до конца этого года. Будем рады ответить на ваши вопросы. Напомню, что наша сегодняшняя трансляция записывалась, и можно будет ее пересмотреть или посмотреть на нашем сайте. Всех наших спикеров отдельно благодарю. Спасибо большое. Мне кажется, у нас получилась хорошая дискуссия. По крайней мере, мне было очень интересно. Я надеюсь, что я не очень мучила вас сегодня своими вопросами, но благодаря им я думаю, что нам получилось охватить весь спектр вопросов, и я надеюсь, нашим слушателям было очень полезно. Всем спасибо, хорошего дня, я со всеми прощаюсь, до свидания. Всем хорошего дня и наступающих выходных. Спасибо. Спасибо, Елена. Спасибо, коллеги.